Проезжая вдоль дороги по давно знакомой местности, Лис Хизерли заметила черненького щенка. Что-то в его внешнем виде показалось ей странным, но девушка не могла понять, что. И лишь присмотревшись, она увидела, что его мордочку опоясывала какая-то белая полоска. Лис поняла, что собаке нужна помощь, и что эта белеющая ленточка, расположенная чуть выше носа черныша, там явно не к месту. Выйдя из машины, девушка и ее сестра направились прямиком к щенку. Малыш явно нервничал и выражал свое беспокойство метанием, но Лис смутило не это. На мордочке собаки была пластиковая стяжка наподобие хомута, которая прочно смыкала верхнюю и нижнюю челюсти животного. «Мы были потрясены», — рассказала девушка. Трудно поверить, что кто-то мог оказаться таким чудовищем и бросить собаку с завязанной мордочкой. Еще ужаснее было то, что на том месте, где находилась стяжка, появились кровоточащие раны, которые причиняли брошенному псу боль. По его глазам, полным грусти, это явственно читалось. Недолго думая, Лиз взяла малютку на руки и отправилась к ветеринару. Увидев собачку, тот сообщил, что она истощена и не ела как минимум 4 дня, так что спасение подоспело вовремя. Побудь пес еще какое-то время на дороге в таком состоянии, и кроху было бы невозможно спасти. Когда стяжку сняли с мордочки собаки, люди увидели огромный след, который тянулся по всей окружности. Кто-то так сильно желал смерти несчастному песику, что не поленился сдавить ему челюсть жесткой веревкой из пластика, применив всю свою силу. Помимо того, что малыш, которого назвали Норман, получил такую травму, он был весь покрыт блохами. Въедливые насекомые вынуждали собаку чесаться, причиняя ей дополнительные страдания. Ветеринары принялись немедленно оказывать питомцу помощь. Нормана искупали специальным шампунем, обработали раны и дали противоглистные препараты. Ну и, конечно, кроху досыта накормили. В его грустных глазах наконец-то читалось некое подобие счастья после стольких дней страданий. Добросердечные сестры Хизерли решили взять найденыша к себе, чтобы подарить ему дом и свою любовь. В настоящее время песик поправляется и привыкает к новым для себя условиям. Ветеринар сказал, что шерсть на этом месте расти не будет. Впрочем, кое в чем он ошибся. Лиз сообщила, что на хорошенькой мордашке Нормана выросли новые волоски, пусть и с белыми вкраплениями. Ну а мы надеемся, что малыш обязательно поправится и будет счастлив. Ты достоин самого лучшего, маленький Норман. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.